Ульяна остановилась на краю знакомой тропы, прислушиваясь к звукам леса. Голос ее сердца забился быстрее, как только она уловила звук чужих голосов и рокот мотора. Тревога загорелась в ее груди, и на секунду ей показалось, что лес, в котором она провела целую жизнь, больше не был ее домом. Высокий мужчина в камуфляже и его напарник, увешанный татуировками, преградили ей путь. Ульяна ощутила, как страх охватывает ее, несмотря на 17 лет, проведенных в этом лесу. «Куда это ты собралась, девочка?» – поинтересовался один из браконьеров, приближаясь к ней с угрюмым выражением лица. Она знала, что эти двое не остановятся ради своей наживы. Их угрожающие взгляды и лукавые улыбки лишь усиливали ее беспокойство. Когда третий браконьер с более злыми глазами схватил ее за локоть и потребовал информацию о логове волчицы, Ульяна поняла, что кричать бесполезно. Она попыталась высвободиться, но его хватка оказалась слишком сильной. В голове проносились мысли о том, как она забыла отцовскую рацию. Может быть, если бы у нее была связь с ним, они могли бы вызвать помощь. Страх превращался в отчаяние, и она осознала, что сама должна найти способ спастись. Внезапно в ее памяти всплыло воспоминание о более спокойных днях, когда они с отцом гуляли по лесу. Макар Петрович Коршунов, ее отец и опытный лесник, всегда говорил ей, что лес – это дом, который надо беречь. Говорил, что в нем заключена своя магия, жизнь и святые законы природы. Весной 2015 года, когда Ульяне было всего 8 лет, они гуляли по заросшим тропам. В то время, когда все казалось простым и безопасным, она спрашивала его о медведях и волках, а он ее внимательно слушал. «Волки живут по своим законам», – объяснял он. «И иногда они могут быть страшными, но они также очень важны для леса». Эти слова звучали у нее в голове как тихий шепот, когда ужасающая реальность настигла ее. Вдруг Ульяна заметила что-то в зарослях, и ее сердце резко замерло. «Оставайся на месте», – закричал Макар, когда они вдруг остановились, но его голос уже не был нужен. Его глаза выражали ужас, когда он увидел мертвую волчицу и ее маленького волчонка рядом с ней. Каждые красные черты на ее животе указывали на то, что это были следы браконьеров. Он понимал, что за всем этим стоит банда Кости Белого, известная своими злодеяниями, хватающими даже тех, кто был трудным и уязвимым. Ульяна, не в силах сдержать охватывающую ее тревогу, подошла к волчонку, который безутешно бродил рядом с мертвой матерью. Его глаза светились страхом и беззащитностью. Макар подошел к волчонку и с горестным выражением лица произнес: «Он обречен без матери». Ульяна, слезливо сжимая кулаки, воскликнула: «Папа, давай заберем его. Я обещаю заботиться о нем». В этот момент она поняла, что кроме них нет никого, кто мог бы помочь этому существу. Макар колебался, его сердце разрывалось от мысли, что они могут не спасти этого волчонка. Он знал, что дикие животные не могут быть настоящими домашними любимцами, но что-то в восторге его дочери заставило его изменить решение. Он вспомнил, как однажды Олесь, их сосед, принес в дом маленького котенка, и эта история охватывала их, когда Ульяна с гордостью хранила его. В жизни у каждого существа есть право на шанс. Они нашли подходящее место и хоронят мать волчонка, используя охотничий нож и произнося тихую молитву о душе, памятуя о ее мужестве. Ульяна помогала копать яму и добавила веточку можжевельника как символ надежды и новой жизни. Когда волчонка завернули в старую куртку, он получил имя – Седой. Ему было нужно тепло, и Ульяна проявила упорство, проявляя заботу, чтобы волчонок выжил. Минуты казались часами, но она не сдалась. Макар пытался поддерживать его, предлагая тепло своего тела и тихую колыбельную. С каждым днем волчонок становился все более симпатичным. В первые дни волчонок отказывался есть. Каждый раз, когда Ульяна пробовала его покормить, он только ворчал и прятался.
Но она не останавливалась, продолжая заботиться о нем, как о младшем брате. Макар предлагал держать волчонка ближе к сердцу, напевая ему колыбельные и рассказывая истории о лесных животных. На третий день, наконец, волчонок начал есть, и жизнь вернулась в его маленькое тело. Ульяна смеялась перед ним, когда он жадно пил молоко, напоминая себе о том, как важно верить в чудо. По мере роста Седой становился более осторожным. Он учился пониманию. Ульяна учила его командам: сидеть, лежать, ко мне. Первые успехи приносили радость. Поначалу он не понимал, но вскоре начал выполнять команды, всегда с добрыми глазами наблюдая за Ульяной. Она называла его своим защитником. Макар всегда предупреждал ее: Седой остается диким волком, он вернется к природе, рано или поздно. Это знание было в воздухе, и оно заставляло ее сердце замирать. С течением времени, однако, проблемы с Седым начали возникать. Он становился опасным для деревенской живности. Ульяна старалась объяснить Макару, как сильно привязалась к волчонку. Но тревоги не оставляли их, так как его природные инстинкты становились заметными. Это большая ответственность – быть рядом с диким зверем. Макар, осознав ситуацию, принял трудное решение. «Я должен отпустить Седого в лес, чтобы он жил своей жизнью». Ульяна плакала, понимая, что это необходимо, что нельзя держать волка в клетке, даже если это означало расставание. В день прощания Макар отвез Седого в лес. Они остались на краю поляны, где ветер тихо шептал между деревьями. «Это место твое», – сказал Макар, когда он навел взгляд на волчонка. Ульяна с набухшими от слез глазами наблюдала, как Седой покидает их. Она чувствовала, как каждый шаг волка отдаляет ее от его крепких объятий. Но она также знала, что его жизнь в лесу будет прекрасна. С годами Ульяна повзрослела, закончила школу и поступила в университет. Ее мечты были связаны с природой, и каждое лето она возвращалась в родные края. В Каменке начались изменения. Строительство дачных поселков и горнолыжного курорта ставило лес под угрозу. Ульяна и Макар осознавали, что лес, которому они преданы, требовал их защиты. Банда Кости Белого вернулась снова, на этот раз с новым намерением. Макар смело противостоял Косте Белому, когда тот попытался купить или арендовать лес. «Это не просто наш дом. Это природа, которая полна жизни», – уверял Макар, стараясь уверить жителей деревни о важности сохранения окружающей среды. Костя и его подручные устраивали незаконные охоты, стреляя даже по краснокнижным животным. Макар, воспользовавшись современными средствами, установил фотоловушки, фиксируя нарушения, что привело к штрафам и уголовным делам. Но опасность продолжала нарастать. Костя не собирался сдаваться легко и угрожал Макару, требуя прекратить борьбу с ними. «Ты забираешь множество денег, лесник. Мы не можем этого позволить», – гремел он, и в этих словах скрывалась угроза. Макар предупредил Ульяну не ходить в лес одна, но она не могла оставить его даже в страхе. «Я буду рядом», – произнесла она, чувствуя, что ее связь с лесом никуда не ушла. Однажды во время сбора черники Ульяна встретила Костю Белого и его подручных. Поворот судьбы был неожиданным. Вдруг появился волк, которого Ульяна узнала. Это был Седой, взрослый и могучий. Напряжение в воздухе стало ощутимым. Он казался таким же, как и прежде, а его бороздящие в воздухе движения внушили надежду. Седой встал перед Ульяной как защитник. Его глаза сверкали, и волк взвыл на браконьеров, словно предсказывая опасность. Браконьеры в тот момент замерли. Их смех сменился страхом. Седой готов был защищать ее, как когда-то защищал ее отца. Он напал на браконьеров с решительностью, которая потрясала. Его дикий инстинкт позволил ему нацелиться на одного из них. Он ранил Костю Белого, бросился на другого, бородатого серого, но 3 бандитов схватил в пределах их машины. Третий браконьер, Вадим, запрыгнул в машину, но Седой не спешил его добивать. Вместо этого он встал между ними и Ульяной, словно показывая свои намерения.
Ульяна, охваченная чувством, поняла. Волк был не просто ее другом, он был ее защитником. Ей нужно было отправиться наружу от страха, и она приказала ему уйти. И к ее удивлению он послушался, покинул их и исчез в лесу, оставляя их в безопасности. Ульяна и Седой медленно стали двигаться вглубь леса, оставляя браконьеров позади. Когда они нашли укрытие в тенистом лесу, она решила, что должна говорить о том, что произошло. Ульяна сказала Седому, чтобы он привел ее отца Макара. Седой вообще, казалось, понял ее просьбу и снова исчез в лесу. Одна, она испытывала нарастающее чувство тревоги, когда в сердце ее волновались старые страхи. В мгновение ока Макар подошел к Ульяне. Его руки сжимали обнаженные пальцы, его лицо выражало искреннюю заботу и тревогу. «Я искал тебя», – прошептал он, увидев ее. Все их напряжение растаяло, когда Ульяна рассказала о нападении браконьеров и Угрсек. Это была серьезная ситуация. Уже в тот же вечер они вернулись домой, собираясь вызвать полицию. Седой продолжал следовать за ними издалека, охраняя их. Отношения между ними укрепились, и они были готовы вместе защищать лес, вспоминая даже ту крепкую связь, что обнаружили в прошлом. Ульяна и Макар обсуждали, почему Седой вернулся спустя столько лет. «Возможно, он всегда был рядом, наблюдая за нами», – сказал Макар. Его улыбка отражала гордость. Они поняли, что Седой считал их частью своей стаи. Это осознание привнесло спокойствие в их сердца, как будто лес сам говорил им, что они не одиноки. Теплый вечер подходил к концу, но впереди оставались борьба и защита леса от браконьеров. Ульяна и ее отец понимали, что сам лес требует их преданности. Их бои только начинались, и они были готовы. Наконец они пришли к пониманию того, что связывает людей и природу. Иногда это значит, что дикие существа выбирают стоять рядом с людьми, охраняя их. Они знали, несмотря на всю угрозу, которая исходила от Кости и его банды, у них есть свои союзники среди деревьев. Лес продолжал шептать свои тайны. У него была собственная жизнь, и они были его защитниками. Седой всегда будет рядом, выполняя свою роль хранителя, и на это можно надеяться.